Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, все вживую, как видите, 18:05 по Киеву и Москве. Кость Бондаренко в прямом эфире. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо, что ждете нашей встречи по средам, за то, что оставляете вопросы. В сообществе YouTube абсолютно открыто, камерно, в клубе зрителей Шелест. И, конечно же, абсолютно вот вживую, интерактивно, но это в самом финале, когда вот с чатом будем общаться. Пока в чате трансляции у нас вот такой опрос сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Какой главком лучше? Знаете, главком это как этот сладкий сырок, понимаете? Надо выбирать, уметь выбрать, так сказать, на полке. Вот и мы давайте так пофантазируем, подумаем, помечтаем. В общем, какой главком ВСУ лучше? Сырский, Дропатый, Залужный или лучший еще впереди? Потрясающий инфо-цыганский ответ, который обозначает того, что черти что происходит. Ну, в общем, все смотрят в будущее. Может, лучший в будущем будет. В общем, такой опрос, он, конечно, где-то шуточный, но в каждой шутке есть доля шутки. Сырский сегодня официально уходит, Дропатый официально заступает, указы появляются у Зеленского, большие материалы рассуждения, например, у Spectator о том, что выживанием занят Зеленский или занят он войной, там, победой в войне, потому что как-то пригляделись, увидели очень много около неонацистских подразделений, и вот этот вот спорт Зеленского с встречей со всеми корпусами, там, белецкими редисами, морскими пехотинцами, всеми, особенно вот эти фотографии, которые он делает, что вот у меня были, вот заступаем. Это все-таки, с одной стороны, на фоне картонок выглядит, ну вот, пиар-ходом, политтехнологии, а с другой стороны выглядит серьезной угрозой, которую он ощущает. Так вот, какой главком лучше? Что вы скажете по поводу назначения Дропатова? И сколько здесь выживания, а сколько стратегии? Оценивать главкомов необходимо по конкретным победам, а не по их физическим параметрам, возрасту, академиям, которые они заканчивали, и количеству подписчиков в социальных сетях. Я думаю, что реально сейчас говорить о том, что Зеленский отказался от Сырского, сбрасывает Сырского как политический балласт, исключительно для того, чтобы самосохраниться, он меняет Сырского на Дропатова. Более того, была создана определенная ловушка для Дропатова. Поскольку в последнее время были очень серьезные такие заявления со стороны Сырского относительно успехов на фронте, вплоть до того, что Сырский послал даже нескольких бойцов, чтобы они в уже оккупированном Константиновке снялись со знаменем в местном доме культуры, и эти бойцы попали в плен потом. И так далее. То есть был создан определенный миф о больших успехах на фронтах. И теперь, если Дропатый в ближайшее время не покажет какие-то успехи, люди Сырского, а у него очень много на разных должностях в армии людей, которые, скорее всего, сейчас будут менять достаточно активно, точно так же, как Сырский менял в свое время людей Залужного. Так на кого? У нас такое ощущение, подождите, у нас такое ощущение, что у нас там очередь стоит из этих всех боевых генералов и комбатов и сержантов. На самом деле у каждого генерала есть своя клиентела. У каждого главкома есть своя клиентела. И поэтому понятное дело, что армейская иерархия – это очень такое кастовое общество. Там свои взаимоотношения, там свои кумовья, братья, сестры и так далее. Соответственно, каждый главком приводит с собой свою команду. Поэтому я не удивлюсь, если Дропатый тоже поменяет значительную часть людей. И уже сегодня меняют начальника генерального штаба. И я думаю, что будут менять постепенно многих лиц, которые кто-то пойдет на повышение, кто-то уйдет в небытие. Помните, это точно тоже было сразу же после замены Залужного. Что касается, знаете, это не обязательно какие-то люди с выдающимися какими-то достижениями, с какой-то выдающейся биографией. Это будут люди, которые преданы новому главкому, которым доверяет новый главком.
Вот. Это почти может напоминать даже тот старый советский мультфильм. Возьмите лучших из лучших нет, возьмите лучших из худших. Вот. Я далек от того, чтобы там восхищаться Дропатым, хотя, да, знаю, что у него есть определенное количество там, достижений, определенное количество определенных успехов, авторитет в участии в войсках есть авторитет, но при этом точно так же у него и большое количество проколов, поражений и так далее. Плюс, там, если не ошибаюсь, 2 или 3 взыскания от Сырского. Ну, это же злой Сырский, это же не по Ну, я делу. понимаю. На самом деле Сырский человек достаточно, скажем, будем говорить откровенно, насколько он противный как человек, вот, настолько порядочный, как офицер, будем говорить так. То есть в нем уживаются два начала. Вот. Поэтому его не любят, с одной стороны. С другой стороны, да, многие могут сказать, я слышал это от военных кадровых, что это не тот человек, который там сдает кого-то подставляет, еще что-то, там кем-то прикрывается. Да, это человек, у которого есть там определенное заискивание перед властью, желание быть поближе к власти, но исходя из субординации. Вот есть верховный главнокомандующий, он будет общаться с верховным главнокомандующим. Если верховный главнокомандующий говорит, что вот, пожалуйста, есть Андрей Борисович Ермак как сопрезидент, ну, это было как совпрезидент Зеленского. Ну, это вы, Константин Петрович, конечно, острый на язык. Что значит что? Ну, вице называют там неформально. Вице – это четкая должность. Это четкая вице, должность, ну типа второй, а вы СО. То есть у нас как вот у России герб двухглавый орел, так у нас вот это вот Ермак и Зеленский, понимаете? Да, именно так и было у нас. Вот. И, значит, ему тоже отчитываться. Вот Буданов, например, он четко сказал, что я буду отчитываться только перед верховным главнокомандующим, чем вызвал гнев со стороны Ермака. Продолжающийся до сих пор. До сих пор, конечно. Вот. Ну, Буданов вообще человек специфический, у него сложно найти тех, с кем у него нет конфликта, чем тех, с кем у него есть. Что касается Сырского, он абсолютно, значит, сказал Зеленский отчитываться перед Ермаком, будем отчитываться перед Ермаком. Скажет отчитываться перед Марьяной Безуглой, будем отчитываться перед Марьяной Безуглой. Вот. То есть в этом отношении он абсолютно безропотно выполнял указания Зеленского. Но в войсках он отличался именно жесткостью. Вот его знали как жесткого руководителя. Он комплексовал из-за плохого владения украинским языком. На украинском он общался как Николай Янович Азаров приблизительно. Ну, есть люди, у которых нет музыкального слуха. Если нет музыкального слуха, им тяжело дается язык. Вот, чужой язык. Вот, поэтому вот у Сырского там, не получалось сказать слово «полянете». Не получалось. И многие другие слова. Вот. Что касается остальных качеств, зато он владел английским. Вот, и владеет английским. Что касается Дропатова, пока что, я еще раз скажу, его оценивают авансом. У него есть определенный авторитет, который он должен еще переподкрепить. И Зеленский сейчас, назначая Дропатова, может уже через месяц говорить тем же майдановцам: вы хотели Дропатова? Вот, пожалуйста, где у него победа? Если завтра придется сдать не только Константиновку, но и Дружковку, например, это вопрос ляжет не только на Дропатова, но и на людей, которые его лоббировали. Подождите, я немного не понял этой истории. Это со вчерашнего дня еще началось. Все начали расшаркиваться друг перед другом, все начали благодарить. И Федоров начал благодарить Сырского и говорит: да, вот ты такой молодец, надо смотреть вперед, спасибо тебе за то, за Харьков, там, за Киев оборону. Кличко говорит: оборона Киева. Все друг друга поблагодарили, сделали вот такой вот, скажем так, в общем, да, вот такую хорошую мину, у всех все так хорошо. Спасибо за ночь. Да, спасибо за день, спасибо за ночь, у всех все хорошо, да, понимаете? Но мы должны немножко понимать, с кем мы имеем дело. Я не то что считаю, это, наверное, со мной можно не соглашаться.
ну, нашим зрителям, вы можете говорить, что Со мной тоже. и с вами, то и вы можете, смотрите, можно не соглашаться, но я считаю, что особенно в этих, вы так пробросили, это касты, да, касты. В военной касте, касте военных, да, правильно так сказать, очень серьезно играет роль, да и вообще в украинском обществе в целом, самая главная роль у женщины. Я должен признать, это назначение меня поразило. Потому что, знаете, Дропатый, можно к нему по-разному относиться. Он там меч королевы получал, по полигонам пропускал эти удары со скандалом. Помните, его там 1,5 или год, ну, в общем, снимали с сухопутных войск. Доганы вот эти, все понятно. Он там спасал Харьковское направление. Но вы заметьте, какая у него мудрая жена, у Дропатова. 12 апреля 2019 год. Публикация Юлии Дропатой. Ой. «Давай просрем Украину вместе», опубликовала его жена. Говорится в этом посте, что Зеленский не знает украинского языка, не верит в Бога, не служил в армии. В другой публикации она утверждала, что Зеленский от армии отмазал, отец его отмазал, требовала отправить его на службу. Также намекала на его зависимости. План Порошенко вступления в НАТО, а план Зеленского наркотики писала, ну и вот это все, ничего не обещал, и хэштег тогда у нее был «Вова Лисапед». Слушайте, понятно, что много воды утекло, и у Зеленского, у него многие, скажем так, сейчас работают из тех, которые его в хвост и в гриву, но все-таки какая мудрая женщина, как она была права. Да, мудрые женщины, там очень многие в это время были очень мудрыми, скажем так, аж 25%, скажем так. Еще более мудрыми были те, кто не пришли на избирательные участки. Вот, я считаю, самые мудрые. Вот, но очень многие просто действительно верили в то, что Зеленский придет и поменяет те правила, которые сложились после Майдана, и что Зеленский будет фактически тезисом по отношению к Майдану 2014 года, продолжением которого было президентство Порошенко. Что касается жены Дропатова, это Ольга, кажется, да? Юлия Дропатая, да. Юлия, извините. Вот, что касается Юлии Дропатой, вот, извините, я могу привести пример другого человека, который тоже в то время в хвост и гриву там чехвостил Зеленского, указывал на все его недостатки и поддерживал Порошенко. Вот. Давид Арахамия. Давид Арахамия, он работал полностью на Порошенко, агитировал за Порошенко, что не помешало ему стать одной из центральных фигур в команде Зеленского позже. Поэтому, знаете, кто старое помянет. И опять же, где хоть один человек, который пришел вместе с Зеленским в 2019 году? Федоров был последним. Федоров был последним, с которым Зеленский попрощался. Вот. Так что, знаете, Зеленский – это мастер превращать врагов в друзей и друзей во врагов. Вы считаете, что с Федоровым попрощались окончательно? Нет, Федорову просто указали на его место. Федоров был все-таки функциональной единицей. Он же не самостоятельная фигура. В прошлый раз мы уже говорили о том, что корни вот этого конфликта, который возник вокруг Федорова, они лежат за границей, за пределами Украины. И что просто Федоров сделал ставку не на тех, начал лоббировать интересы не тех, начал продвигать тендерные операции в интересах совсем других людей, чем тех, которых надо было с точки зрения Зеленского. И, соответственно, если на кону стоят огромные средства, тут Украине перечислили уже 40 миллиардов, как оказалось, тут Украине обещают еще 50, а потом пообещали еще 70 плюс 70, то есть это огромнейшие средства, которых Украина никогда не видела. Это средства, которые во много раз превышают государственный бюджет Украины. И понятное дело, что эти деньги, задача транснациональной корпорации, чтобы эти деньги попали не в Украину непосредственно, а чтобы они были распределены еще до того, как они куда-либо двинутся с банковских счетов. И поэтому тендерные операции, борьба за тендера, борьба за то, кто будет решать, какие беспилотники закупать, у какой фирмы, вот, по какой цене и прочее, это все на Министерстве обороны.
И если Федоров не слушает пожеланий со стороны офиса президента относительно того, что надо вот фирму X уважить, а не фирму Y, а продвигает интересы фирмы Y, то, соответственно, Федорова и увольняют. Не потому, что он красивый, не потому, что он выше ростом, чем Зеленский, не потому, что он умнее или еще его уволили, а потому, что он играл не в те игры, которые ему навязывались офисом президента. Очень интересно, что сегодня приезжает в Киев посол при НАТО Мэтью Уитакер и встречается с Зеленским и с Умеровым. Я не понял, правда, в каком качестве там находится Умеров. Не понял, потому что вроде как Клименко назначают уже СНБО, Умеров то ли советник, то ли кто он, то есть непонятно. Ну и говорит, что могли еще обсуждать с Уитакером-то? Конечно же, поставки патриотов, да? Но на самом деле многие находят в этих изменениях, которые сейчас... Ну, давайте тоже. Все очень быстро произошло. Причем правительство сменилось полностью. Ну, там не полностью, финансовый блок остался, еще там отдельная позиция. Ну, по большому счету, смена правительства, новый премьер. Сейчас вот эти все танцы вокруг, там, а может должность какую-то Федорову дать новую, а может еще чего-то. Но поменяли главкома, начальника генштаба, всех поменяли. И это случилось после разговора с Трампом на саммите НАТО в Анкаре. И, соответственно, многие видят в этом американский след. И вот приезжает Уитакер. Дальше сейчас идет информация о том, что в США готовится поездка. Как раз-таки, как всегда, в момент серьезнейшего обострения. Сегодня Украина влупила по 2 складам Wildberries, маркетплейса вот этого, который, в общем, все горит, дымит, убытки у предпринимателей маленьких, небольших, крупных каких-то, как нефтяники, например, хозяева НПЗ, а вот у маленьких предпринимателей, то есть действительно серьезный удар, именно такой общественный такой, и картинка красивая, красивее горит, чем НПЗ, 100%. И вот Зеленский, наверное, поедет в США. Я не понимаю сейчас вот этих отношений, причинно-следственных связей с вот такого рода перестроившейся конфигурацией со связями с Соединенными Штатами Америки. Может, прольете свет вот сюда, на эту сторону? Сколько здесь американского? Это параллельная линия, это абсолютно параллельная линия. Соответственно, Соединенные Штаты в данной ситуации они не выделяют средства для Украины именно для закупки вооружений, они не принимают участие в том, чтобы продать Украине или не продать те или иные средства поражения, те или иные виды оружия, по крайней мере, пока что. Да, они имеют политическое влияние на Украину. Да, они очень серьезно влияли на определенные процессы в Украине, но не на то, чтобы отправить в отставку Федорова или оставить Федорова. Это не американская игра. Я уже говорил о том, что это игра 2 крупных транснациональных корпораций. Назовем их условно, это объединение, которое сформировалось вокруг BlackRock, туда же и Vanguard, и прочее, туда же можно отнести. С другой стороны, это условный дом Ротшильдов, тоже крупная, влиятельная структура с большим количеством разных аффилированных структур и прочее, которые сегодня борются за деньги, которые аккумулируются в Европе, которые предназначены для Украины. Вот именно между ними ведется основная борьба. И именно они продвигают свои интересы, свои разработки, свою продукцию. Именно они претендуют на то, чтобы освоить львиную долю вот этого бюджета, который выделяется для Украины. Что же касается Умерова, начнем по порядку. Умеров, в каком качестве он будет присутствовать? Знаете, есть один из наиболее уважаемых мною деятелей украинской современной истории. Это Александр Михайлович Волков, бывший, как его называли, директор-распорядитель парламента во времена Леонида Кучмы. Я просто получаю большое удовольствие, когда общаюсь с Александром Михайловичем и слушаю его мысли, его воспоминания о том, что происходило. Так вот, в одном из интервью
Его спросили: Александр Михайлович, вот вы столько сделали для того, чтобы Леонид Кучма стал президентом второй раз. А какую вы должность будете, на какую должность вы будете претендовать? Вы, наверное, будете либо главой администрации при нем, либо же вы будете там, не знаю, премьер-министром. Вот кем вы хотите быть? На что он сказал: вы знаете, Александр Волков – это тоже неплохая должность. Так вот, Умеров – это тоже неплохая должность, несмотря на то, он министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны или еще кто-либо. Вот. Умеров не по должности принимает участие, а именно по факту своего влияния на те или иные процессы, которые происходят между Соединенными Штатами и Украиной. Вот. У него очень тесные неформальные связи, а не только формальные, с американским истеблишментом. Именно поэтому он, как человек, практически уже без должности, будет проводить определенные консультации и будет встречаться. Поэтому это то, что хотелось бы сказать. А что касается Соединенных Штатов, ну, они, наверное, будут, очевидно, дальше давить на Украину с тем, чтобы Украина все-таки, пройдя через вот эти все пертурбации, чтобы она определилась наконец-то со своим курсом. Она воюет или садится за стол переговоров? Потому что А если она непонятно, собирается... подожди, стойте, а что непонятно? Нет. Дело в том, что я уже об этом говорил. На встрече в Анкаре Украине было дано время определенное, были даны определенные авансы. Трамп похлопал по плечу Зеленского, сказал, какой Зеленский молодец, сказал, что он верит в то, что Зеленский сможет. Когда Зеленский рассказал ему свой план, 40-дневный план умиротворения, и он дал ему определенный карт-бланш. Хорошо, Владимир Александрович, давай, показывай, на что ты гораздо. 3 августа истекает этот 40-дневный срок. 3 августа надо будет американцам показать, вот, что есть какой-то результат, и что Путин дрожит, падает на колени и ползет на коленях просить прощения и садиться за стол переговоров. Ну, понятное дело, что этого не будет, но от Зеленского ждут либо этого результата, либо же, что ему скажут: ну что, не помогли тебе твои вот, как раз советники, которые у тебя были? Вот, давай теперь, хорошо, теперь садись за стол переговоров, и нечего тут вот. Это важный момент. Что касается Wildberries. Вот. Мои друзья сегодня шутили, что на самом деле Зеленский таким образом выступил на стороне Рамзана Кадырова в его споре с Сулейманом Керимовым. Вы помните ситуацию, конец 2024 года, осень 2024 года, супруги Бакальчук, вот, Татьяна и Владислав разводятся, очень громко делят Wildberries, вот, актив, многомиллионный актив, очень скандально делят. И вот Татьяна Бакальчук, которая после развода получила фамилию Ким, девичью фамилию фактически, она идет к Сулейману Керимову и фактически с сенатором Керимовым подписывает, можно сказать, союз. Вот. А Владислав Бакальчук едет в Грозный, вот, и встречается с Кадыровым. И Кадыров тогда обвиняет Керимова в рейдерском захвате Wildberries. Причем начинается там такая драма, перестрелки, все прочее, там погибшие люди, вот, заявление Кадырова, что Керимов его заказал покушение на него и прочее. Вот. В декабре 2024 года суд все-таки принимает сторону Татьяны Ким. Вот, и Керимов и Кадыров, ну, каждый остался при своем, перестали враждовать, а в начале этого года даже помирились. Даже Кадыров назвал Керимова своим братом. Но сейчас, когда начались удары по Wildberries, вот, мои друзья как раз говорят: это ответ Керимову от Кадырова. Это украинские ВСУ выступили на стороне Кадырова. Нет, ну шутки шутками, но мы же помним, как Зеленский извинялся перед Кадыровым. Конечно. И это такая старая тоже история. Более того, я знаю, что у Кадырова есть запись, более детальная запись, видеозапись с извинением Зеленского, которое он не обнародовал до сих пор. Он дал честное слово, что он не обнародует, он их не обнародовал до сих пор, несмотря на все моменты. Но он напоминает время от времени, что кассета, ну не кассета, а там запись, флешка лежит. Знаете, нет, ну, там же как говорят: вот, смотрите, все оправдано, Wildberries, ущерб. Но мы же, когда
смотрим, как меняется главком, как меняются, ну, то есть, это же вызывает лично у меня немой вопрос. Так мы ж побеждали. Успехи же на поле боя. Сырский говорит, я тебе отдаю армию, которая наступает, 700 квадратных километров взяли. Дропатый говорит, да, я беру эту армию, которая наступает. Мы наступаем. Мы неоднократно и с вами в эфирах, и я в эфирах говорил, ну покажите. Ну, к Степногорску там возле Запорожья кусочек, вы там чего-то куда-то продвинулись, там три 9 калеки, километров, три калеки там сидели, 9 километров в серой зоне. Да. понимаете, в серой зоне сидели там три калеки, два укрепа, понимаете, по два человека, и они их там выбили оттуда. Да, понятное дело, что серая зона, окей, что-то там между тремя областями что-то было, какие-то попытки наступления, ну так это там было, то есть немножко понаступали, чуть-чуть назад откатились, а с флангов новые заходы, новое продвижение россиян. Хорошо, можно считать как угодно эти 700 километров. Можно даже Сырскому вспомнить, что он еще говорит, что Украина до сих пор в Курской области. Хотя сейчас вопрос идет о Сумской области как таковой. Но вроде же так все было хорошо. А зачем менять? Вот основного мотива я не пойму. Основной мотив данной ситуации, я уже говорил в самом начале, что это фактически Зеленский сбрасывает балласт для того, чтобы вот, отвести взгляд от первоочередной проблемы. Вот, то, что лежало в основе конфликта. Вот. Ну, помните старый анекдот о том, как в колхозе, вот, колхозное собрание, председатель колхоза говорит, что вот у нас такое чрезвычайное происшествие, наш, говорит, тракторист ехал пьяный, единственный трактор, который был у нас, он его утопил в речке. Какие будут предложения? Говорит, встает такой здоровенный кузнец, такие кулаки, как голова таких. И говорит, а давайте я его долбану, говорит. Тот говорит, да бог с тобой, говорит, без трактора остались, так еще без единственного тракториста останемся, ты же его убьешь. Какие еще будут предложения? Говорит, а давайте я, говорит, это же кузнец, давайте я долбану агронома, их у нас двое. Угу. Вот. Так вот, в данной ситуации, это, чтобы не решать вопрос с трактористом, решают вопрос с агрономом. Да? Вот, Зеленский пытается уйти от прямого действия, прямого выполнения требований вот этого картонного Майдана. Ну, давайте не будем слишком много уделять внимания субъектности картонного Майдана. Мы понимаем, что за картонным Майданом стоят определенные лица, определенные люди, которые в свою очередь являются представителями интересов международных групп, международных транснациональных корпораций. Вот. И поэтому Зеленский боится не мальчиков и девочек с картонками, он боится тех взрослых дядей, которые сидят в своих лондонских, женевских и прочих офисах. Вот, и, соответственно, время от времени ему звонят и спрашивают, ну что ты там решил? Вот, ты же смотри, а то ж как стал президентом, так можешь и перестать быть президентом. Вот их он действительно боится. И поэтому он пытается как бы найти обходные пути. Вот. Федорова он снял, но для того, чтобы показать, что мы тут проводим реформы, Федорова возвращать точно не будем, а давайте мы еще и Сырского снимем. Вот. Ну, понятное дело, что часть людей кричат «Ура!», тем более, что они тоже требовали, что Дропатова назначить главком. Ну, вот Дропатова я вам назначил. Вот. А Федор, что, Дропатова же я же назначил. Вот. Это вот в таком вот духе приблизительно происходит сейчас. Это попытки его выиграть время. Время зачем выиграть? Время для того, чтобы ушла вот эта вся ситуация. Сейчас будет не до Зеленского. Завтра встречаются Лавров с Рубио, потом Зеленский летит в Соединенные Штаты, потом в Соединенных Штатах он может сделать какое-то очередное заявление, предложение, от которого вздрогнут европейцы. Вдруг вот, он пытается лавировать. Вот. Тем более, что в пятницу его уже не будет в стране, а до пятницы ему дали там определенный ультиматум. Поэтому он будет сейчас именно вот так вот играть дурака. Подождите, какой ультиматум до пятницы? Так вчера там целый ряд военных, уже, особенно, как военный, некий человек по фамилии Казатинский там и так далее, который якобы является организатором этого,
мероприятие вот, из «Волков да Винчи», там, вот, говорил, что мы ждем до пятницы вот, и так далее. Нет, ну имеется в виду, Так что потом что, сделаем протесты бессрочными, потом будем там... да, потом протесты бессрочные и все прочее. Так что, ну вот в данной ситуации он немножко протянул время, немножко как бы взбудоражил общественность, люди переключились, начали говорить уже не про Федорова, а начали обсуждать, кто лучше, Сырский или Драпатый. Вот, потом начали там даже обсуждать, а почему он такой худой, вот, раз он генерал, вот, у нас не привыкли к худым генералам. На полном серьезе, я сегодня первое, что я увидел в Фейсбуке, это обсуждение, а почему же он такой худой. Ну так держались в черном теле, да, великого героя. Не похож на генерала, ой, не похож, ой, халтура. Лавров сегодня выдал очень интересную речь. Ну, опять-таки, можно, в принципе, суть ее понятна, она там не слишком длинная. Можно как бы... Ну, в общем, давайте так. По поводу встречи с Рубио, говорит, встреча невозможна, встреча уже точно будет, она согласована с Марком Рубио. Подтвердили, состоится завтра в первой половине дня, и будут обсуждать мирные переговоры. Заявление сделал Рубио, Лавров тоже сделал заявление, достал из нагрудного кармана пиджака цитаты после 15 августа, сделанные после анкориджа Трампа и Путина. И зачитал. И, насколько я так понимаю, вот завтра у вот этого словосочетания дух анкориджа, ну, будет как бы последний день. То есть, потому что Лавров четко дал понять, что есть эти договоренности или нет этих договоренностей. Судя по Рубио, который, еще раз, я подчеркиваю, он за словом в карман не лезет, Рубио. Он может четко говорить: так, воюем мы прокси, мы вообще на стороне Украины, да, мы, когда понадобимся, он не окон, он просто к этому. То есть это там вот эти все Витков и там вот это все, это там... Не, у него все просто. Он в принципе, к Украине, по Украине он особо и не замешан. Он был в самом начале, когда вот эти там, помните, с Ермаком встречались, там вот эти все встречи были на Ближнем Востоке. И потом как бы его в сторону, и вот там ели посекунчики с товарищами Трампа. Но тут он вступает в игру, и несмотря на свою манеру, да, ну, то есть он может сказать все как есть, он наоборот дает как бы обнадеживающие посылы, что вот мы встретимся и, конечно, поучаствуем, и конструктивно, и что-то будет, и будем обсуждать Украину завтра на форуме АСЕАН с Лавровым. Ну, такой час Че, момент какой-то истины для духа анкориджа. А будет ли это момент истины для продолжения войны? Ну, посмотрим. Дело в том, что несмотря на то, что Рубио якобы не принимал участие в каких-то украинских вопросах, но в окружении Трампа вот, именно Рубио обвиняют в том, что он провалил анкоридж. Почему? Потому что сразу после анкориджа, после того, как Трамп встретился с анкориджем, буквально на следующую неделю, Рубио летит в Европу, встречается с лидерами европейских государств и с Зеленским. Вот. И там вот сразу во время этой встречи лидеры европейских государств начали вот эти намерения, которые прозвучали в анкоридже, начали препарировать. И если в анкоридже было 28 пунктов, которые обсуждались, сразу после этой встречи сразу же было заявлено, что пунктов только 20, 8 пунктов не принимаются. И Рубио своим присутствием фактически благословил этот процесс. И потом поехали лидеры европейских государств к Трампу и начали всюду апеллировать к 20 пунктам. 20 пунктов, которые, вот как они говорили, что это анкориджские пункты. А куда бы девались 8? А 8 просто съел, проворонил или еще что-либо там Рубио. И понятное дело, сейчас на протяжении года ему постоянно его недоброжелатели, в частности Вэнс и прочие, которые, скажем, не очень толерантно относятся к Рубио, вот постоянно ему намекали, что провал анкориджа – это его вина. Очевидно, что сейчас ему придется доказать, что анкоридж жив или не жив. Вот. Если не жив, то кто его похоронил, из-за кого? Вот. А если жив, то как его реанимировать? Какой вариант вы рассматриваете?
Я думаю, что будет очень такая жесткая дискуссия между Лавровым и Рубио, учитывая вспыльчивость обоих. Оба, у одного армянская кровь, у другого там, кубинская кровь, там, горячая. Каждый может вскипеть. Вот, и могут эти переговоры, в принципе, закончиться не начавшись. Но сам факт их встречи, то, что они встречаются, и все-таки то, что они ответственны за дипломатию двух великих государств, вот, это на них накладывает определенные обязательства. И я очень надеюсь на то, что все-таки какой-то выход будет. Возможно, не сразу о нем объявят, но мы почувствуем. Угу, почувствуем. Дух Анкориджа все-таки почувствуем, да, который Да, уже... давайте, я говорю, давайте не спугнем этот дух. Давайте. Дух Анкориджа. Да. Хорошо, но смотрите, тут же очень интересная комбинация. Я простраиваю вариант. Ну окей, встречается Рубио Лавров. Это действительно важная, очень и очень такая организационная встреча для там дальнейших. Опять-таки, 3 августа близко, да, это так. Тоже все понимают. Зеленский, конечно, тут накуролесил, всех вроде как переподчинил себе и смывается куда? Правильно, в США. И там будет у него встреча с лоббистами разными. Понятно, что он там будет пропихивать тему оружейную. Понятно, что он... Такое ощущение, что вот если раньше Зеленский был, полководцем, полководцем. Помните, с карты показывал, куда там идем, куда бьем. Сейчас он оружейник. Он сейчас патриоты давайте нам, давайте. То есть, переключается. Плюс есть такие очень какие-то странные сигналы, их потом немножко запиливают, корректируют. Там Лещенко, например, выходит, говорит, ой, там 2 месяца до холодов, надо войну закончить. То есть, а потом, не-не-не, я имел в виду, что это, погода испортится, не так будет все активно, как вроде сейчас же активно. Так вы же побеждаете сейчас, вы нам рассказываете, имеется в виду Банковая, да? То есть, странные какие-то моменты. Другие говорят наоборот, сейчас начинается самая жара, вот август, сентябрь, по октябрь будет вот вообще небу жарко, и вот самый ад, да, будет сейчас там и на фронте, и в по тылам, и эти удары не останутся безнаказанными. В этот момент Зеленский в США достаточно надолго, на 6 дней, сразу после этой встречи. И конфигурация внутри вырисовывается, достаточно странная. Тут выходит опрос, где Залужный, доверяют Залужному больше всего, понимаете, то есть 70%, да, Федорову 65%, Буданову 64%, а Зеленскому он только на 4-м месте, представьте. 59%. Там Мусик ниже идет, да, Сырский, кстати, тоже попал, и Порошенко там в самом хвосте. Тут люди на экране видят, вы видели этот опрос. Его сразу окрестили, что это какие-то политтехнологи, засунули сразу туда Федорова, у которого поднялся рейтинг на фоне протеста и всего остального. Но эти ведь тоже не просто так проводятся эти замеры. У нас выбором дело идет. Надо смотреть, кто проводил, выборка, технология проведения, методология проведения и так далее, и так далее. То есть, потому что я видел другие данные. Вот, например, офис президента заказывал тоже закрытую социологию, которая, понятное дело, что у нас закрытая социология, она условно закрытая. Вот, там Зеленский все-таки опережает. Опережает у него 22%, но у Федорова уже 20%. Федорова 20% – это минимальный. У Залужного 18,5%. То есть вот такие вот моменты. Так что, да, для Зеленского это очень серьезная угроза, но с другой стороны, это и угроза Федорова, это угроза и для Залужного. Федоров в первую очередь откусывает Залужного. Вот в чем вопрос. Он забирает у Залужного часть людей, которые разочаровались в Залужном, но которые никогда не проголосуют за Зеленского. Да, это такой вечно очаровывающийся, такой романтический электорат. Вот он сейчас на стороне Федорова. Если выборов не будет в этом году, то Федоров будет постепенно терять свои позиции. А есть шанс, что в этом году все-таки будут выборы?
Это сейчас очень большой расчет, по крайней мере, у тех, кто поддерживает Федорова, кто сегодня делает ставку на Федорова. А я знаю большое количество вроде бы здравомыслящих людей, которые с пеной у рта начинают рассказывать, что Федоров – это наше все, это наше будущее. Федоров – это человек абсолютно нового типа мышления. И абсолютно неожиданные люди вдруг говорят об этом. И что касается Федорова, на мой вопрос, а какие у него заслуги? Мне говорят, нет, какой у него потенциал. Заслуги – это такое. Вот потенциал, ого. Нет, серьезно, Федоров в президенты пойдет? Я не знаю, его могут толкать в это. Но я не верю в то, что Федоров может стать президентом. Возможно, что я слишком наивен в этом отношении. Борис Абрамович Березовский в свое время говорил о том, что дайте мне достаточное количество средств, и я сделаю президентом России своего лабрадора. Говорил. Так вот, понятное дело, что он утрировал, но что касается Украины, я почему-то уже не сомневаюсь в том, что здесь не только лабрадора, здесь даже мопса можно сделать или йорка. Ну, вы знаете, ужас же продолжается по Украине, по всей. Сегодня публикуют вот такие данные, причем это публикуют официально, Минюст. Мы можем представить, какие реальные данные, а не официальные. Смертность в Украине в 4 раза превышает рождаемость. Динамика, причем, продолжает ухудшаться. В первом полугодии 2026 года в Украине родились 73 292 ребенка и зафиксировали 259, почти 260 тысяч случаев смертей. Это первый официальный рост числа умерших за последние 5 лет. Просто до этого не приводили такую статистику, вот такую, да, в Минюсте. Поэтому первый вот такой рост, и там как-то вот пытались это все равно микшировать. По сравнению с первым полугодием 2025 года число рождаемости сократилось на 16%. Ну, а если там довоенная статистика, то это вообще минус половина, в 2 раза. А смертность в этом году растет на 4% по сравнению с таким же периодом, первым полугодием прошлого года. И вроде бы как сухая статистика, и вроде бы как все понятно, но мы немного забываем, что с этой войной выплескивают, и ребенка, да, вот то, ради кого это все в принципе, и делается. Это украинцы и украинский народ. Хотя многие заметили, что вот, например, тема индусов как-то вот ушла. Ее, в общем-то, не поднимают. Ну, а индусы индусами. Но это же катастрофа демографическая, то, что публикует официально Минюст. Представим, какие неофициальные показатели, вот так, в динамике, к которым можем привязаться. Это правда. Это правда, это ужасающие цифры, и эта цифра, в принципе, она свидетельствует и о тотальном катастрофическом снижении рождаемости, и о гибели людей на фронте, значительное количество смертей на фронте или от ран, или от последствий войны, и то, что значительная часть трудоспособного населения уехала, а количество умерших пенсионеров фактически начинает очень серьезно влиять на статистику относительно оставшихся людей. Хотя нам не говорят правду, сколько людей сегодня проживают реально в Украине, сколько людей уехало, сколько людей реально живут сегодня непосредственно на территории Украины и так далее. То есть у нас нет четких данных, нет четкого понимания. Смотрите, тут же возникает вопрос, что так и запроса нет на заботу, на заботу об украинцах. Где брать деньги на социалку? Мы живем в долг сегодня. У нас сегодня фактически нас датируют. У нас не работает наша экономика, не наполняется бюджет. У нас негде брать деньги для того, чтобы наполнять бюджет. Выгребают всех, кого можно. И уже сегодня опять появилась информация, что сейчас начнутся проверки всех предприятий, которые забронировали тех или иных лиц, на предмет того, надо им или не надо столько людей забронированных. Давайте объясним. Это очень важная схема. И вот знаете, когда, опять-таки, просто никто не может это объяснить. Смотрите, Дия – это детище Федорова.
до сих пор. Там, когда ты что-то оплачиваешь какие-то через Дию, да, ну, мы-то с Константином Петровичем не оплачиваем, мы уже не можем больше мы не года. можем. Да, у нас санкции, поэтому там с нас не берут, но там можно через Дию проводить определенные штрафы, платежи и все остальное. Ты как бы... Вот Федоров до сих пор на этом процентике, на этом всем, то есть это его детище. И вот с 8 августа Дия приостанавливает подачу брони. То есть, как это делается? Ты бизнес открываешь. Это все достаточно быстро делается, там, за день, за полдня, за сутки. Тебе приходит там твой номер, ты открытое предприятие, ты сразу в этой идее подгружаешь электронным образом сотрудников, если они есть, и бронируешь этих сотрудников через Дию. Так вот, с 8 числа всех примерно на месяц тормознут, никаких новых броней не будет, и в общем, продление броней тоже, потому что всех начнут проверять. А что это у вас там за фирмы такие? Это свидетельство того, что не хватает людей. А если людей не хватает, то всех подряд хватают. И старого, и молодого, и всех на свете. Ну, абсолютно, да, вот в том-то и дело. Так что я поэтому и говорю, от этого бизнес точно не выиграет. Вот. А от этого наша экономика точно не станет более крепкой. Вот, когда начнут ходить по нашим фирмам, по украинским, и спрашивать, а почему у тебя забронировано 10 человек, тебе что, 6 не хватит? Условно. Давай 4 на фронт, давай сокращай. И так сделано все для того, чтобы уменьшить количество забронированных людей. Как в таких условиях жить? Вот у меня несколько знакомых бизнесменов, которые просто в таких условиях закрыли бизнес, продали бизнес, вышли в кэш, заплатили за выезд из Украины и выехали, и открыли сейчас бизнес в Европе. Вот. И говорят, что нам так проще. Вот. Это судьба, в будущем судьба украинского бизнеса на самом деле. Вот. Ну, можно очень много говорить. Кстати, о Дии, детище Федорова. Очень мало кто знает о том, что Дия, система Дия не принадлежит государству Украина. Вот. Дия – это не просто детище Федорова, это структура, которая зарегистрирована в городе Ньютаун, в штате Пенсильвания. Фирма EPAM, System называется. Вот именно они являются реальными хозяевами Дии. Это тоже еще вопрос относительно того, кто является заказчиками, кто контролирует процессы, которые происходят в Украине. Ой, заявление сделал Зеленский только что. Ну, по поводу Уитакера, который к нему приехал, представитель США в НАТО. Дрон-дил все-таки пропихнули, и первые украинские дроны отправляются в Америку, чтобы их там тестировали. Представляете? Дрон-дил. А Зеленский вслед за дронами, так сказать, лично возьмет подмышку и повезет дроны, где-то там походит, в общем, повстречается, попродает эти украинские дроны. Ну, а потом так и до 28 июля так там и задержится. А 28 июля будут закапывать Грэма. Ну, а как же Зеленский может пропустить похороны Грэма? Тем более, он же так хотел. Его же последнее красивое профессиональное фото Грэма, сенатора, да, оно же было с украинским писюном, то есть на украинском предприятии он держал в руках этот дрон-перехватчик и, так сказать, а потом скоропостижно, в общем-то, жизнь оборвалась. И хоронить, конечно, Грэма надо и Зеленскому тоже, безусловно. Буквально о перспективах я хочу с вами поговорить. Об этом, знаете, говорят как-то мало. Ну как мало? Нет, об этом говорят, но какие-то определенные профессионалы как-то говорят, что вот Киев не готов к зиме, вот там есть какие-то проблемы, а если будут долбить, то будет беда. Давайте очень коротко. Кривонос. Есть такой генерал, его связывают с Порошенко, выступил. Это выступление, серьезный резонанс вызвало. Буквально несколько секунд. Кожен громадянин мусить собі задати питання, а що буде, коли взимку не буде світла і тепла? Що буде робити наша влада? Що буде з нашими школами, з нашими лікарнями, з нашими магазинами, з нашими аптеками? Що буде з нашою каналізацією? Якщо не буде світла, то не буде води, а якщо не буде води, то все гівно замерзне, і ми захлинемось протягом 4-5 днів, я ще маю на увазі Київ, у власному гівні, давайте реально називати речі своїми іменами. І до цього треба готуватися. Чим більше міста, тим простіше поставити на коліна.
Села і невеличкі міста мають більше шансів вижити, бо вони більш такі, знаєте, пристосовані і вони більш самостійні. А ми Так нас же періодично закликають виїжджати з Києва. так куди? Ну от мені коли я от слухаю, окей, 5,5 мільйонів, хай 5 мільйонів. А що у нас всі тут сільські і всі поїдуть домам? Окей, мене питають, нікуди їхати. А величезна кількість підприємств, в тому числі оборонних, які працюють в Києві, величезна кількість службовців, які працюють на різних посадах, і їм яким чином виїхати. Константин Петрович, ну что, нормальные перспективы. В дерьме все замерзнет, и Киев будет ехать некуда, всех призывают выезжать, а куда выезжать? Кривонос там как бы он немножко там со своим оттенком военным, говорит, там оборонное предприятие, там все такое. Но по большому-то счету картинки рисуют апокалиптические. Но ему же тоже можно ответить. Ровно такие же картинки нам рисовали перед прошлой зимой. Ну, ничего страшного, выдержали. Да, там побегали, поносились с этими идеями рыть вот эти туалеты, ну, с ямой выгребной на Троещине. Ну, ничего страшного. Какие у вас, ну как, я не буду говорить прогнозы, наметки на грядущую зиму? Вы знаете, в условиях, в самом начале войны, вот, рейтинги можно было получить, политические рейтинги можно было получить, рисуя некую оптимистическую картинку. Все у нас будет хорошо, 2-3 дня, 2-3 месяца, 2-3 недели, мы победим, а вот через несколько месяцев будем пить кофе на набережной в Ялте, а вот еще через несколько месяцев разделим Россию там на части и так далее. И это зажигало, и это давало рейтинги. Люди были, популярность людей, популярность тех или иных политиков, экспертов, она именно формировалась за счет оптимистических прогнозов. Но примерно с 2024-2025 даже года вот, произошел определенный перелом. Большинство населения Украины начали пребывать в тяжелом пессимизме. И теперь рейтинги получают не оптимисты, а те, кто нарисует более мрачную картинку. И вот чем мрачнее картину нарисует спикер, вот, тем большая популярность, тем больше ему поверят, тем больше скажут: «Во, правильно мужик сказал, молодец». Вот, то есть, это наша действительность, извините. Мгм. Ну, давайте все-таки будем оставаться на объективном. Да. Нам-то что? Ну, какие нам рейтинги? Ну, нам-то с вами имеется в виду. Поэтому не будем никого пугать. Да-да-да, как у Эриха Кёстнера, немецкого, известного немецкого писателя, вот, который еще в 1932 году написал одну повесть, в которой герои писали заглавие для газет, передовицу для газет, которые заглавили «Быть оптимистами – наш долг». Это да. Это был 1932 год. Хотя оптимистичного, конечно, мало. Буквально еще один вопрос, подводим итоги и переходим, ну, вот, к вашим вопросам, уважаемые зрители. Я хочу просто в очередной раз, чтобы вы прокомментировали ситуацию вокруг Польши. Несколько скандалов, причем таких больших, бытовых по отношению к украинским детям, подросткам. Заявления, все очень накаляется по поводу украино-польских отношений. Накаляется внутри самой Польши, и, ну, вот это вот их с пердолей, да, вот это все, скажем так, по-моему, скажем так, только нарастает, хотя вроде как попытались с украинской стороны, ну, попытались, да, насколько это действенно было, пригасить, притушить это все, ну, не получилось. То есть это, мне кажется, уже пошел такой, лавина пошла, снежный ком, и будет дальше больше. Ну, и венгры тоже там закрыли кластеры эти, которые там Зеленский просил по Европе. Тоже, да, разочарование мадярам, так за него топили. Лучше бы уж Орбан оставался, понимаете. Ну, Венгрия это там своя специфика, да, но ситуация конфликтов с Польшей, похоже, заходит слишком далеко, Константин Петрович. Где эта грань, возле которой остановятся, или сейчас просто все заняты другим, да, перетасовками внутри, а на поляков махнут рукой, забудут, а потом станет очень и очень все серьезно. Грани нет, в том-то и дело. В прошлом году, в начале прошлого года социологи говорили, что 27% поляков отрицательно относятся к украинцам. 27%. Это была огромная цифра, ну, фактически
между четвертью и третью населения, которые отрицательно относятся к украинцам. Так говорили польские социологи. В этом году социология, которая была обнародована буквально месяц назад, говорит про 43%. И этому можно находить огромное количество объяснений, почему, как и так далее. Вот. Но в следующем году в Польше будут выборы. Парламентские выборы, выборы всей. И, соответственно, несколько правых партий будут претендовать на то, чтобы контролировать правый фланг, правый электорат. И понятное дело, что украинская тема, тема украинцев в Польше, помощи украинцам, сосуществование Украины и Польши, тема исторического прошлого, связанных с Украиной и Польшей. Украинская тема будет одной из тем, которые будут формировать порядок, повестку дня, которые будут влиять на волеизъявление граждан, на создание эмоций. И я не думаю, что к этому времени будет решен украинский вопрос каким-то образом в пользу Польши. А если Польша попытается заговорить этот процесс, то есть нынешняя власть Польши попытается как-то заговорить, забыть, отложить этот вопрос, то их оппоненты из партии Конфедерация, которые набирают сил, которые растут сейчас как на дрожжах, они могут использовать эту тематику более эффективно, опять же, против партии ПиС. Буквально сегодня утром я прочитал интересную статью в одном из польских изданий относительно того, кто может сменить Качинского в качестве лидера партии ПиС. И прогнозируется, что это может стать бывший премьер-министр Матеуш Моровецкий. Мгм. А он намного более жесткий по отношению к Украине, чем Качинский. Это еще более жестко, это вроцлавская линия, это среда крысовяков, так называемых, потомков тех, кого выселили из Западной Украины в междуречье Одера и Нейсы после Второй мировой войны. И, соответственно, нет каких-то предпосылок к тому, что Польша поменяет свое отношение, по крайней мере, президентский лагерь, который формируется вокруг президента Навроцкого, поменяет свое отношение к Украине. Ближайший год-полтора, потому что в конце следующего года будут парламентские выборы. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги про главкома нашего вопроса. Какой главком лучше? Все по 5% получили сырские дропаты и Залужный, и лучше еще впереди 85%. Вот понятно, что все в одну калитку, но красиво же, красиво, магия, да. Цифр. Всем по 5%, а лучше еще впереди. Но опять-таки... И хотя нам прошлого немножко жаль, да. Лучше, конечно, впереди. Это точно. Переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что их оставляете в клубе зрителей Шелест, в сообществе YouTube и чат трансляции. Вот в таком, да, в таком порядке будем, собственно, их задавать. Из клуба вопросы. Режим Блиц, ну а там как получится, вопросы, конечно, разные. Поехали. Клуб зрителей. Алла. Здравствуйте, надеюсь, вы увидите и зададите мой вопрос. Все осуждают картонный Майдан, типа не за то, не за тех и так далее. Также думающие люди понимают, что без определенной поддержки он не жизнеспособен. Недавнее восстание во Львове пример ярчайший. Но теперь суть вопроса. Допустим, я очень недовольна нынешней властью, но я понимаю, что просто народное восстание невозможно, я буду присоединяться к любому митингу, который выступает против тех или иных действий властей, в надежде на то, что начавшись, как мы за Федю, это кончится зелью гать. Но вы не рассматриваете этот вариант. Возможно, поэтому многие и не знают, за что именно митинг. Они надеются на полное разгорание и смену власти. Да нет, я как раз рассматриваю очень всегда в каждом протесте. Я понимаю, что есть часть людей, которые выходят из своих собственных побуждений, у них собственная мотивация для того, чтобы выйти, вот, а не та, которую закладывают организаторы. Вот. Каждый Майдан, он состоит из нескольких групп. Вот. Есть группы именно тех, кто является ядром, кто создают ядро, кто действительно мотивированы и так далее. Есть группа тех, кто присоединяются каждый там, по своей причине. Кто-то поддерживает те лозунги, которые выдвигают организаторы. Кто-то из своего протеста, из своих позиций, вот у кого-то свое наболело. Вот. А кто-то потом дальше очередное, следующее
крыло, самое большое. Это ротозеи, это те, которые пришли, потому что так модно, потому что туда пришли их знакомые, потому что там весело, потому что там тусовка. И такие тоже. Вот они создают наибольшую картинку. Вот они громче всех прыгают, громче, там кричат и так далее. Вот, но да, действительно, в любом Майдане есть те, кто протестуют против действующей власти, а не потому, что увольняют Федорова. Ну, это я привожу как пример. Марк, здравствуйте, господин Бондаренко. Александр, почему Украина начала наносить удары по складам разным? Просто уже несколько дней, а может уже почти неделю не слышно об ударах по НПЗ и мидл-страйках. Как-то на второй план ушла эта тема. Я так понимаю, что бензина у россиян нет больше. Бить, значит, и не нужно. Хотя я понимаю, что чисто стратегически было бы разумнее давить дальше на эту слабую точку. На фронт, конечно, бы топлива хватило, но все равно логистика была бы загружена. Или просто не получается, либо уже хайп не тот, что-то новое нужно. Ну вот уже где-то буквально на днях сообщили, то ли сегодня утром, то ли вчера я увидел информацию, что снова ударили по каким-то складам горючего. Вот. А сегодня утром точно вот вроде бы где-то в Краснодарском крае какие-то логистические центры якобы. Ну, по крайней мере, вот, украинский генеральный штаб отчитывается четко, что постоянно в России что-то взрывается, что-то взрывают. Насколько это соответствует действительности или насколько это имеет действительно весомое влияние на ситуацию в стране, в России, вот, мне говорить сложно. Вот, ну, потому что боевые действия продолжаются, боевые действия не останавливаются. Так, ой, вопрос, конечно, длиннющий, но давайте будем сокращать. Василина задает. Здравствуйте, Константин Петрович. На прошлом эфире вы сказали, что Россия проигрывает медийную войну. И далее пояснили примером, мол, западные украинские СМИ публикуют фейковую информацию, далее эту дезинформацию берут спецслужбы, преподносят в власти, а потом на основе дезинформации политики принимают решения. Ну, в общем, вот такой круговорот. Еще раз. Власти недружественных, враждебных для России стран принимают ответственные решения на основе дезинформации, получается. Чтобы было более понятно, куда я клоню, приведу такую аналогию. Во время Великой Отечественной для советских спецслужб, того же СМЕРШа, было главной целью не просто выявить и обезвредить шпиона, а перевербовать его с целью радиоигры, чтобы, внимание, доводить до вражеских центров принятия решения дезинформацию под видом истины, тем самым вынуждая их предпринимать неверное решение действия. Тут враги России делают это сами. Как-то странно утверждать, что Россия в этом аспекте проигрывает. Вы так не считаете? Ну, другое дело, может, вы имеете в виду, что не проваливает информационную работу с противником, а информационную работу со своим населением, военную цензуру? Ну, вот так. Вот такое уточнение. И это тоже практически. Еще раз повторюсь, что вот, да вот буквально мы даже сегодня утром мы с одним специалистом по информационным войнам даже это обсуждали. Вот. Но, знаете, абсолютная такая дубовость вот, подхода к пропагандистской работе, отсутствие креатива, отсутствие понимания там, определенных даже закономерностей, все это просматривается. Опять же, вот, давайте говорить так. Вот, смогла ли Россия донести до населения, скажем так, населения западных стран, тех самых враждебных стран, вот, свою позицию? Есть ли там серьезная критическая масса тех людей, которые сегодня сочувствуют, например, в России? Отдельно какие-то политики, да. Вот. Советский Союз был намного более продвинутый в этом плане, вот, потому что он мог более активно и более креативно подходить ко многим вещам и влиять на определенные процессы в странах, которые считались враждебными. Вот. У России сейчас это не получается. Я смотрю, как Израиль, например, доносил свою позицию в арабо-израильском конфликте, как он использовал социальные сети, как он использовал разного рода спецоперации, информационные спецоперации в Европе, как он перевербовывал там определенных лиц в свою сторону, которые там еще вчера выступали в поддержку арабов, тут они переходили на другой лагерь. Вот, России этого не удалось сделать за всю войну. Вот. Да, понятное дело, на своих граждан они там создают, для граждан России создают определенное поле, которое работает. Да, вот, но я имею в виду относительно информирования внешнего
мира. И апелляция к тому, что а вот нет, Китай и Индия слушают Россию и работают именно в российском поле. Нет, они слушают свои разведслужбы, и они слушают своих как раз экспертов, которые получают свою информацию о том, что происходит. Мгм. Так, вот такой вопрос. Что сегодня движет европейской политикой в отношении Украины сильнее? Страх перед Россией, желание сохранить американское присутствие в Европе, идеологическая солидарность с Киевом или нежелание признать неудачу политики предыдущих 4 лет? Нежелание признать неудачу, во-первых. Во-вторых, желание восстановить евроатлантическое единство. Третий момент – это понимание того, что сегодня не национальные правительства играют главную роль в управлении процессами, а транснациональные корпорации, которые ставят своих ставленников во главе тех или иных государств, и они заказывают музыку, вот, и заказывают игру. Вот это тоже. Ну и четвертый момент – это то, что они не хотят фактически останавливать войну, потому что они понимают, что необходимо дальше ослаблять Россию любыми средствами, любыми способами. Россия должна быть, по их мнению, ослаблена. Даже если придется принести в жертву, полностью принести в жертву на алтарь этой идеи Украину. И не только Украину. Мгм. Так, на ваш взгляд, как историка, как аграрии Украины смогут отправить зерно на экспорт? Тут не историк, а тут логист как раз, да. Тут в данной ситуации именно логистику надо включать. Потому что главный путь – это все-таки морской путь. Вот. И если не будет договоренности о коридорах в Черном море, если не будет отправляться зерно из тех перевалок, которые существуют на Черноморском побережье, то, соответственно, вывести его грузовиками или же вагонами, или же там другим способом, ну, точно не удастся в полной мере. Это будет золотое иначе. Ну да, тем более сегодня там контейнерный перевозчик Майерск, да, объявил о том, Да. что он все, в Констанцу будут ходить, теперь в Одессу, Черноморск не будет ходить. Суда имеется в виду с контейнерами. Сообщество YouTube, переносимся сюда. Здравствуйте, мистер Кай задает вопрос. Бывали ли в истории случаи, когда во время войны меняли главнокомандующего? Если да, можно ли при такой замене судить о смене курса в сторону переговоров, эскалации или просто кадрового решения? Были даже в той же Украине. Главнокомандующего меняли уже. Залужного поменяли на Сырского. Курс не поменяли, кстати. Что? Курс не поменяли. Нет, курс не поменяли. В данной ситуации есть верховный главнокомандующий, который отвечает за стратегию. Вот. И есть главнокомандующий, который непосредственно руководит войсками, который отвечает за тактику в первую очередь. Ну, это совместно с верховным главнокомандующим разрабатывает стратегию. То есть это на самом деле меняли главнокомандующих. И, извините, а когда Барклая де Толли на Кутузова меняли, это что? Мгм. Константин, согласно информации из закрытых источников Великобритании, Украина – это Львовско-Тернопольская, Ивано-Франковская области, все остальное до Новороссии будет Киевской Русью. Все будет согласно плану 2+4. Что вы об этом думаете? Благодарю, Александр, всем добра. Ничего не думаю. У меня нет доступа к закрытой информации британских спецслужб. Вот. К сожалению, меня туда не пускают. Здравствуйте, Саша Кость Петрович. Вопрос к уважаемому гостю. Константин Петрович, ответьте, пожалуйста, как историк, автор книги про Зеленского, значит, человек, который много анализировал, изучал данного персонажа. Были ли в мировой истории хотя бы за последние 100-200 лет настолько ничтожные и в то же время так сильно искусственно раздутые персонажи, мыльные пузыри, как Зеленский? Если да, то с кем бы вы могли его сравнить? По скриптум. Шариков, Полиграф Полиграфыч не в счет. Понимаю, я когда-то сравнивал его с такой личностью, как Александр Федорович Керенский. Вот. Личность абсолютно раздутая до невозможных пределов. Человек крайне популярный в свое время. Помните, у него была даже та ситуация, когда он носил руку вот, за лацканом своего френча. Вот. И
И многие думали, что он наследует Наполеона. На самом деле он настолько был популярен, каждый старался пожать ему руку до того, что аж вывихнули руку ему. Вот настолько был популярен. Вот. И насколько популярен, настолько ничтожен. Вот приблизительная картина. Да. Правда, он как-то осчастливил Россию коротким пребыванием у власти. Это да. Ну, тут такой вопрос от Константина, вашего тезки. Если вы в будущем случайно в каком-нибудь аэропорту мира встретите Зеленского, который на тот момент не будет обременен властью, то вы воспользуетесь моментом, чтобы лично ему вручить свой бестселлер, книжку «Джокер» с автографом и пожеланиями? Нет, точно нет. У меня нет привычки подходить к каким-то знаменитым фигурам. Даже если я их вижу, так я стараюсь делать вид, что я не узнал того или иного человека. Вот. Так что нет у меня такой страсти охотиться за лицами. У Зеленского есть моя книга, без автографа, но она есть, ее передали. Вот. Я знаю лиц, которые ему передали эту книгу, они сами мне позвонили, отчитались, что Зеленский взял, полистал, говорит, отставил. Вот. Читал ли он полностью или нет, или ему просто потом напели, сказали, что Владимир Александрович, пора вводить санкции, не знаю. Вот. Что касается одного человека из окружения Зеленского, ко мне приехал его близкий сотрудник и сказала: можешь подписать для моего шефа книгу? Я говорю: зачем? Вот. Если его все равно снимут, говорю, а если потом во время обыска найдут у него эту книгу, это же будет отягчающее обстоятельство. Так что по этой же причине не буду подписывать. Так, понятно. Значит, дальше идем. Константин Петрович, здравствуйте. Возможен ли такой парадокс, что безопасность от мобилизации сможет дать только Россия? Европа потихоньку же выдавливает мужчин призывного возраста в Украину. Где гарантия, что люди, которые сегодня получили российский паспорт, украинцы, которые получили российский паспорт, что завтра они не будут призваны в армию? Я, например, такую гарантию дать не могу. Они полноценные граждане Российской Федерации, и я не исключаю, что их могут призвать в первую очередь. В свое время от режима Муссолини в Соединенные Штаты сбежало огромное количество итальянцев, в основном представители мафии, итальянской мафии. Так вот, когда планировалась высадка на Сицилии, в Соединенных Штатах мобилизовали в первую очередь итальянцев. Екатерина задает вопрос. Здравствуйте. Недавно мне на YouTube в рекомендациях попался ролик о том, что началась эксгумация жертв Волынской резни. Меня заинтересовали больше комментарии к этому видео. Помимо таких типа «Миру мир», «Давайте жить дружно», был большой комментарий о том, что истинные виновники Волынской резни — это сотрудники НКВД, советские партизаны под командованием Ковпака, согласно секретным данным из архива НКВД. Так пишут. А УПА подставили, и был коммент, в котором, по сути, оправдывались действия УПА, поскольку это территория Украины, которая была оккупирована поляками, поэтому с ними поступили как с оккупантами. До этого в других украинских видео Волынская резня приравнивается к катынским расстрелам, по которым, согласно решению ЕСПЧ, Россия была признана невиновной. Хотя, если честно, вопрос очень спорный. Что это? Попытка обелить УПА, что они воины света, и, как всегда, найти кровавую руку Кремля, или все-таки все не так там было однозначно? Спасибо вам большое за ответ. Я знаю эти попытки некоторых горе-историков назначить ответственным Ковпака, что это ковпаковцы, и не только ковпаковцы, медведевцы, копаковцы, что это они провоцировали население, провоцировали резню. Ну, извините, пожалуйста, Кличкивский и прочие деятели, которые, Ивахин и прочие, которые действовали в то время на Волыни, они что, были советскими агентами? Или к ним подослали каких-то подстрекателей, или еще что, я, честно говоря, не знаю. Или что, или просто-напросто Ковпак заслал, или Вершигера, кто там, заслали в отряды УПА своих агентов, которые на свой страх и риск действовали. Это полный бред, по большому счету, полный бред. Дело в том, что, да, действительно, командиры УПА пытались провести действительно этнические чистки, аргументируя это тем, что местное украинское население необходимо, чтобы оно стало на сторону украинской повстанческой армии, что и для этого необходимо уничтожить
уничтожить польское население, создать предпосылки, чтобы польское население либо покинуло эту территорию, либо было уничтожено, потому что это земля, которая там есть, она должна принадлежать именно украинцам. Это первый момент. Второй момент, это постоянно утверждали, что это отплата за все те беды, там, слезы, кровь и так далее, которые были пролиты в 20-30-е годы, когда эта территория была под властью Польши. А я напомню, что до 1920 года эта территория считалась, ну, до 1917, хорошо, 17-18 года территория считалась территорией Российской империи, которая перешла в Волынь. Волынь это была Российская империя, которая перешла под контроль потом польского государства. И на протяжении 20 лет там проходила определенная колонизация. И поэтому как бы пытались таким образом вот, через кровь, вот, через смерти поляков заслужить авторитет у местного населения. Мол, вот такова она справедливость военной эпохи, военных времен. И Ковпак Да. здесь ни при чем абсолютно. Ну да, Ковпак вообще как географически даже был, по-моему. Не, ну Ковпак в 1943 году он перебазировался, ему пришлось перебазироваться севернее. Он не был в то время в той зоне боевых действий, где проходили вот эти этнические чистки. Ковпак перебазировался на территорию Беларуси, и начало осени 1943 года он был на территории Беларуси. Тогда первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Пономаренко даже писал письмо на имя Сталина и Берии, что сейчас на территории Полесья, белорусского Полесья находятся украинские партизаны, ковпаковцы, федоровцы, сабуровцы, вот они там сосредоточились, они бесчинствуют, они тут, значит, в одном селе они там ограбили население, а в следующем селе обменяли там одежду на самогон, вот, а там в другом селе они там расстреляли овец, отару овец, набрать мясо не стали, сказали, что овцы худые, это документ за подписью Пономаренко. Вот, товарищ Сталин, заберите украинцев, пусть воюют на Украине, а не бесчинствуют на территории Беларуси. Это абсолютно оригинальный документ, который в Минске в архиве хранится. Вот. А что касается вот именно Волыни непосредственно зоны, там, Сарненщина и прочее, вот, все, что Владимирщина и дальше, вот, там их в то время просто не было. Географически, физически не было. Константин Петрович, не раз слышал мнение, пишет пользователь, о том, что эта война может закончиться только капитуляцией одной из сторон. Часто эту точку зрения озвучивает Павел Щелин, к мнению которого я отношусь с большим уважением. Как думаете вы, есть ли другие варианты? Видите ли, каждая сторона надеется на то, что должна быть капитуляция. Промежуточный вариант не устраивает ни одну сторону. Вот представьте себе, что Россия завтра скажет, мы останавливаемся. Мы готовы вот именно признать, ну вот взяли мы Донбасс условно, и мы готовы остановиться. Признает ли этот статус-кво фактически, это решение как статус-кво, признает ли Украина? Понятное дело, что Украина будет говорить о том, что мы и дальше будем бороться, и будем ждать определенного момента, когда Россия ослабнет для того, чтобы отвоевать свои территории на границе 1991 года. Украина, например, добилась того, что Россия остановилась. Вот в России значительное количество патриотов, патриотических сил, которые только будут усиливаться, которые будут считать, что несправедливо останавливаться на полумерах, будут говорить о том, что надо идти дальше. То есть любой мир в нынешней ситуации без окончательного признание правоты другой стороны, одной из сторон, вот, это значит капитуляция. Любой компромисс будет означать только перемирие. Это значит, что в будущем эта война, пусть не через год, не через два, пусть через 20, через 50 лет может повториться. В чем сила леваков-глобалистов, спрашивает пользователь, соросят и прочих? Почему они доминируют практически безраздельно, если в долгую? Если Европа так слаба, как нас пытаются уверить, почему тогда европейской крыши вполне достаточно, чтобы противостоять Трампу, ось Зеленский-Украина? Благодарю. Слабы европейские институты, национальные институты, но не Европа в целом. Европа уже давно превратилась тоже в большую транснациональную корпорацию. И тон задают там тоже транснациональные корпорации. Почему леваки-глобалисты сильны? Потому что они избрали своей идеологией, точнее не идеологией, а практикой деятельности создания общества тотального потребления. И это общество, эту игру признали именно практически все страны западной цивилизации. Кстати, и Россия тоже. Что бы ни говорили, что Россия этому противостоит, но погоня на уровне элит
погоне на уровне высшего класса за брендовыми вещами и определенными там аксессуарами, вот, которая является одним из проявлений вот этого общества потребления, все-таки она проявляется. Нет-нет, да проявляется. Ну, тут такой в этом ключе вопрос. Константин Петрович, читали ли вы книгу Беркема «Аль-Атоме» «Мародер»? Если читали, как думаете, может ли нас ожидать такое будущее? России нет, вместо нее Среднеазиатская республика, надсмотрщики гауляйтеры из разных стран НАТО, остатки населения в шлемах виртуальной реальности каждый день как бы в игре работают, добывая ископаемые на благо сливок западного общества. Очень люблю антиутопии, так что спасибо большое. Я уже для себя отмечу. Роман Мародер. Светлана, здравствуйте, Константин. Если бы сегодня вы выбирали между переездом в Казахстан или переездом в Литву, куда бы вы поехали с учетом развития событий в мире с точки зрения безопасности физической и финансовой? Извините, возможно, это эмоционально, но с Казахстаном у меня связаны очень приятные воспоминания. Там прошло мое детство. В Кустанайской, теперь Костанайской области, в городе Житикара, тогда Джитыгора. Вот, там прошло мое детство, и, знаете, у меня к Казахстану самые теплые отношения, самые теплые чувства. Поэтому обязательно мечтаю еще раз приехать, даже не один раз приехать в Казахстан. Я вообще большой любитель Средней Азии, среднеазиатской кухни, среднеазиатской культуры. Я могу говорить про казахскую литературу, могу говорить про казахское искусство, могу там цитировать Джамбула Джабаева, рассказывать про... я несколько раз прочитал «Путь Абая» Мухтара Аваязова. Поэтому Казахстан точно. Так, значит... Не потому, что я не люблю Литву. Не потому, но просто, извините, в Литве я бывал как турист, а в Казахстане я жил. Константин Петрович, это же нормально переживать гибель одного человека и быть безразличным к гибели сотен людей. Человек вроде как ощущает себя как личность и проецирует на себя такую же личность. Безликая масса народа для него не имеет обличия, пишет Петр. Это Сталину приписывали, он не говорил этих слов, но ему приписывали эти слова, что гибель одного человека – это трагедия, а гибель тысячи – это статистика. Да? Вот. В данной ситуации это действительно психологический феномен, который неоднократно описывался в литературе. Николай, Константин, в прошлом эфире у Александра вы сказали, что Армавир Порошенко посоветовали его умные политтехнологи. Так вот, фигню, разорвавшую страну, они посоветовали то, что стадион так стадион, это не дебаты, а шоу, на котором профессиональный клоун размажет, да что там размажет, порошочком, по ветру пустит Савачелова. Они что, не могли предвидеть эти политтехнологи? Это была уже эмоция Порошенко. Кстати, Порошенко на некоторых случаях действовал абсолютно не слушая своих советников. Еще в сентябре или октябре 2018 года ему советовали не выдвигать свою кандидатуру. Ближайшее его окружение, люди из самого ближайшего окружения, в том числе такие люди, как Кононенко, который с Порошенко знаком с армейских времен, вот, и вместе создавали бизнес, Грановский его юрист и так далее, они советовали, чтобы Порошенко не выдвигал свою кандидатуру. Порошенко вспылил. Вот, и, соответственно, у них даже там конфликт был, как мне рассказывают. Ему говорили, выдвинь кого-то другого вот, от себя, он проиграет. А ты потом вернешься через некоторое время, так, весь в белом, на белом коне. Порошенко не согласился, пошел на выборы. Опять же, вот эта авантюра Порошенко с введением, попыткой ввести чрезвычайное положение из-за захвата 2 суден. Украинских суден в Керченском проливе. Вот тоже ему говорили, не надо никакого ввода военного положения. Нет, мы сейчас введем военное положение, мы сейчас всем покажем, все. Вот. Но Порошенко, точно так же стадион, так стадион, это был экспром самого Порошенко. Это не было, это ни Медведев, ни Грыню, ни Горковенко, никто ему не советовал. Это был экспром самого Порошенко. Денис, добрый день. Вопрос. Когда Британия потребует размыть коренное население, заселяя туда иммигрантов, в странах, которыми управляет, это понятно. Ну а зачем делать это у себя дома? Спасибо.
Да, на самом деле это преувеличение того, что Британия, значит, так же размывает свою идентичность. Вот. Вы знаете, процент исламского населения, мусульманского населения в Великобритании. Я буквально на днях увидел цифру 3% мусульманского населения. Ну подожди, при этом оно подожди, очень а все, активно. стойте, а все мэры вот эти новых городов? Вот там? именно, я как раз об этом и говорю. Но при этом они очень активны. Вот это мне буквально вот на днях попалась эта статистика. Вот, реально это 3%, но они более активны в общественном плане, более активно проникают во все сферы. Вот, и они очень часто задают во многих как раз процессах. Вот. Это миф, что там самое популярное имя Мустафа, так? Это, или Мухаммед, там, какое-то самое популярное имя. И, например, 10 лет назад еще количество польских мигрантов вот, ничем не уступало количеству исламских мигрантов Мгм. Так, переносимся в чат трансляции. Здесь вопросы задают люди. Здравствуйте. Сразу 3 таких вопроса, и как блицом, режимом из пулемета пишет пользователь. Будет ли вторжение наземных сил США в Иран? Чем это обернется для мира? Какие сценарии исхода конфликта Польши и Украины? И подскажите простому человеку, как попасть в политику? Вот такие 3 вопроса. Значит, первый вопрос, это, значит, что касается наземной операции, не знаю. Вот сразу же скажу, вот, логика здесь точно не действует, вот поэтому включать просто логику невозможно. Вот если бы американское руководство руководствовалось только логикой, было бы одно. Вот. А так, знаете, иногда принимаются алогичные решения. Второй вопрос, напомните? Значит, какие сценарии исхода конфликта Польши и Украины? Исхода пока что нет. Он будет просто по синусоиде развиваться, то затухать, то снова будет раздуваться этот конфликт, то будут встречаться Зеленский с Навродским и вселять надежду, то снова будут новые вспышки. И до тех пор, пока у нас не будет какой-то основы, экономической основы для сотрудничества, до тех пор не будет и определенных как раз результатов. Ну и про простого человека и политику. Простой человек и политика. Было бы желание. Вы знаете, было бы желание, и, соответственно, и было бы оригинальное мировоззрение, которое вы готовы защищать. То есть можно включиться в какую-то компанию, можно включиться в какую-то политическую команду и делать свою карьеру внутри этой политической команды и постепенно пробираясь наверх в этой политической команде. Можно прийти на государственную службу и постепенно делать себе использовать государственную службу как лестницу до высшего уровня и потом уже заявить о своей политической платформе, политическом видении. А третье, это можно сформировать свою собственную политическую платформу, свое видение, вот, найти единомышленников, найти финансистов. Вот. Третий путь самый сложный, но он обычно наиболее благоприятен, наиболее, скажем так, потом окупается последствиями. Так, Константин, украинцы правильно понимают смысл слова «демократия»? Власть большинства народа, суверенное принятие решений. Не путают ли с прыжками на Майдане и картонными спектаклями троллей? У нас никто не понимает понятие демократия. То, что нам нравится, это демократия. То, что не нравится, это не демократия. Вот. То есть у нас очень часто путают демократию и охлократию. Это то, о чем еще предупреждал Платон в свое время. Вот. И, соответственно, охлократия – это власть толпы, а демократия – это власть народа. Но очень, очень легко спутать одно с другим. 2 вопроса от Ирины. Почему так долго держит рейтинг Залужный? Он же давно на выселках. И второй. России в связи с этим балаганом вообще выгодны выборы в Украине? Или наоборот, больше невыгодны? Уже нет.
Ну, смотрите, относительно Залужного это абсолютно раздутая фигура, вот, абсолютно это фигура, которую наделяют абсолютно несвойственными ей функциями, вот, и, соответственно, я не думаю, что Залужный – это спаситель нации, спаситель Украины или новое слово. Это дублер Зеленского. Это просто дублер Зеленского, который точно так же ориентирован на Великобританию и ее силы, ее, скажем, те политические круги, которые влияют сегодня на политику в Украине. Ну что, единственное, что он не умеет играть на рояле, в отличие от Зеленского. Вот. Да, а что там дальше? Вопрос там или я? Значит, ну, вы про Залужного ответили. По поводу России. Выгодны вообще выборы? Ну, то есть... Нет, так дело в том, что Россия исходит из того, что выборы в Украине – это внутренний процесс. Да вот, ладно. и проводят, Да, и проводят. слушайте, Дайте, нет, извините, пожалуйста, но Россия чудесно понимает, что пророссийский политик сегодня к власти в Украине не придет. Ну хорошо, Кто пророссийский нет, а тот, который примет условия. А вот вопрос, принятые условия для того, чтобы они чудесно понимают, что Украина не является субъектом государства. И любой политик, вот, он либо примет то, что ему позвонят и скажут из Лондона и Вашингтона, консенсус, если будет, вот, либо же, если ему скажут не принимать, он не будет принимать. Сам, вот, условно говоря, избрали Залужного, Федорова, там, Порошенко или еще кого-то, и на следующий день тот скажет, да пошли вы, как говорил Николай Янович Азаров, да? Вот скажет этим Западу, и позвонит Путин и скажет, я готов. Точно такого не будет. Вопрос. В Ютубе много видеороликов от бандеровских антироссийских блогеров, которые прикидываются разными национальностями и лгут, как к ним плохо относятся русские. Вопрос, как этому противостоять? А это вот как раз мой вопрос, мой тезис о том, что о несовершенстве российской пропагандистской системы. Это мой как раз, это иллюстрация к моему тезису, что Россия проигрывает информационную войну. Вот. Пожалуйста, посмотрите на это. Вот. Попробуйте с этим справиться. Не методом того, что группа захвата ФСБ там будет направлена по такому-то адресу, вот, вычислив IP-адрес, а именно, чтобы эффективно пресечь этот поток. Или же заменить его чем-то более... Варвара спрашивает, спецслужбы Запада дадут Зеленскому отдохнуть, как Березовскому, или измучают командировками, как Саакашвили? Мне почему-то кажется, что пример Саакашвили более близок для Зеленского. В отличие от Березовского, Зеленский знаком с Саакашвили. Насколько я знаю, с Березовским знаком не был. У меня к вам вопрос обоим. Если в Украине будет приемлемая политическая система, вы подумываете пойти в политику или в чиновники, чтобы работать на благо народа? В том-то и дело, что нет. Я всегда говорил, что у меня есть определенные табу. Я никогда не стану народным депутатом. Никогда не буду пытаться даже стать народным депутатом. Я никогда не стану министром или там еще кем-то. Вот, то есть это не мои должности. Я могу быть советником. Я уже был неоднократно советником разных министров и так далее. И, насколько я знаю, они не жаловались на мою работу ни разу. Вот. Советником спикера Верховной Рады, советником разных министров, от министра иностранных дел и так далее. Входил в гуманитарный совет при президенте. То есть это то, что я действительно могу делать, я могу делиться своими знаниями, я могу давать свое предложение, но выбор будет оставаться за человеком, которому доверит народ. Вот. Я не буду претендовать ни на какие выборные должности. Ну, извините, это не мое. Я лучше напишу еще 2-3 книги, чем буду просиживать в кабинете. Ну, я на это, знаете, как отвечаю? Я с вами солидарен полностью, если так вот спрашивать меня, да, то есть я с вами согласен и правильно, но я просто боюсь, что... Ну, это вот следующий вопрос, тоже об этом. Я просто боюсь, что мы подойдем к такой черте,
Я на это намекал в нашей основной части беседы, когда про военных мы там дропатый, не дропатый. Дропатый, я сказал дропатый. Смотрите, скамейки запасных нет. Нет, Константин Петрович. От слова совсем. Если при Зеленском понабирали там хоть табуретку можно было поставить и всяких там вот, продавцов линолеума, понимаете, делаем великими людьми, фотографов там всяких послами отправляем вот этих сексологов и разных там коучей, блогеров и всего остального, понимаете? А представьте, что будет дальше. И поэтому, ну, зарекаться нельзя. Ну, нельзя зарекаться. Знаете, нет, у меня и возраст уже, скажем так, пусть те, кто помоложе, пусть они. Вот, мне все-таки 57. Вот, а у нас когда-то, как мне сказала нынешняя команда сказала, мы принимаем во власть, это они, конечно, не предлагали никаких критик, они просто сказали про свою кадровую политику, мы принимаем во власть тех, кому еще нет 45. Вот, я говорю, очень молодцы, говорю. Я им процитировал тогда Вячеслава Липинского, считаю, самого выдающегося украинского мыслителя, который сказал о том, что успех любого дела, вот, он определяется не возрастными показателями, а именно тем, что энергия молодежи должна совмещаться с опытом старшего поколения. Вот тогда успех гарантирован. Но Липинского они не читали, естественно, как не читали ничего. Вот, некоторые из них «Атлант расправил плечи», почитали и возбудились и сказали, что наша идеология либертарианства. А что касается как раз ситуации с приходом во власть, я еще раз говорю, вот, почти по Высоцкому. Вот. Кто раньше с ней был, тот, кто будет после, пусть пробует они. Я лучше подожду. Ой, ну, конечно, смеются над вами немножко. Говорят, вообще-то, как бы, до 60 еще призывают. Вот эти молодые, которые во власть не берут. Да, нет, вчера там некоторых 60-летних уволили уже. Вот, да-да-да. Вчера уволили некоторых Теперь Сырский 60-летних. может выезжать за рубеж. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем эфире. Обязательно дождитесь через неделю, встретимся снова. Спасибо за ваши вопросы, за вашу активность, Константин Петрович. А вам спасибо за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Берегите себя, добра и света, несмотря ни на что.